Если у вас болит колено, и врач уже произнес слово эндопротез, досмотрите это видео до конца. Возможно, операция вам не нужна вообще. Артроз колена – это совсем не износ хряща, как принято считать. Это совершенно другое. И как только вы поймете настоящую причину, боль начнет уходить буквально с первой растяжки. А хирурги по всему миру уверены, что артроз лечится только заменой сустава, и в этой уверенности кроется одна из самых больших ошибок современной ортопедии. Сегодня я объясню все простыми словами и дам вам 3 варианта растяжки на выбор, после которых уже сегодня вечером колено будет ощущаться по-другому. С вами Михаил Дубравин. На этом канале мы разбираемся, как работает наше тело, простыми словами. Перед тем, как мы начнем, поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал прямо сейчас. Это очень помогает моему каналу. А мы продолжаем. Сразу важное замечание. Все, что я расскажу, носит образовательный характер. При сильных болях и серьезных диагнозах обязательно покажитесь врачу. Давайте сразу к сути. Что такое артроз? Не как медицинский термин из учебника, а простым человеческим языком. Артроз – это состояние, при котором суставной хрящ перестал получать нормальное питание. Все. Это вся суть, если убрать медицинскую обертку. Хрящ голодает. И постепенно истончается, разрушается. Так и появляется тот самый артроз, который потом находит на рентгеновском снимке. Сразу следующий вопрос. Почему вообще хрящ голодает? Что нужно знать про эту ткань, чтобы понять ее питание? В нашем теле подавляющее большинство тканей питаются через кровеносные сосуды. Кровь приносит каждой клетке кислород и нужные вещества, забирает отходы. Простая и понятная схема. А вот в хряще никаких сосудов нет. Совсем. Хрящ особая ткань, и природа специально устроила его без сосудов. Почему? Потому что хрящ находится в зоне постоянного давления. Каждый шаг нагрузка, каждое движение сжатие. Если бы внутри хряща проходили капилляры, они бы при первом же шаге раздавились. Их бы разорвало. Поэтому природа решила задачу иначе. Возьмите в руки обычную кухонную губку, окуните ее в воду, а теперь сожмите. Из губки потечет вода, та, что она в себя впитала. Отпустите, и губка снова втянет в себя воду. Сжали, выдохнула. Расправилась, вдохнула. Запомните эту картинку, потому что именно так живет ваш суставной хрящ. Точно так же между двумя костями в суставе находится особая жидкость синовиальная. Это и есть та самая вода для нашей губки. В этой жидкости растворены все питательные вещества. Когда вы делаете шаг и нагружаете колено, хрящ сжимается и выпускает из себя отработанную жидкость. Когда вы переносите вес на другую ногу, хрящ расправляется и втягивает в себя свежую порцию. Шаг-выдох, шаг-вдох. Так хрящ работает каждую секунду вашей жизни. И вот пока вы двигаетесь, пока работает этот механизм сжатия, расправления, хрящ питается нормально. Никакого артроза. Но тут возникает справедливый вопрос. А как же я? Я много хожу. Я двигаюсь каждый день. У меня работа на ногах. И все равно у меня артроз. Почему? Если движение и есть питание, почему хрящ голодает у активных людей? Вот сейчас будет ключевой момент всего видео. Тот, ради которого мы и затеяли разговор. Хрящ питается правильно только тогда, когда косточки в суставе стоят правильно. Только тогда. Когда суставные поверхности подходят друг к другу как пазл, когда каждая выемка приходит на свою выпуклость, нагрузка распределяется по всей площади хряща, сжатие равномерное, расправление равномерное, каждая клеточка хряща получает свою порцию питания. А вот когда косточки встают криво, картина меняется радикально. Представьте две поверхности, которые должны лечь ровно одна на другую, но одна из них перекошена. Что произойдет при нагрузке? Вся тяжесть тела упадет на маленький участок. В этом месте хрящ просто раздавит под давлением, которое в разы превышает норму, а все остальные участки хряща при этом останутся без сжатия и значит без питания. Они голодают. Получается, что на одном маленьком пятачке хрящ разрушается от избыточной нагрузки, а на остальной площади от недостатка питания. Вот. Идеальный шторм для развития артроза. И никакой ходьбой эту проблему не решить, потому что сам механизм работы сустава нарушен. Хорошо. Теперь самый важный вопрос. А кто, собственно, ставит кости в неправильное положение? Сами они с какой стати должны были перекоситься? Кости в нашем теле двигают мышцы. Только мышцы. Если мышца расслаблена, она не тянет. Если напряжена, нормально поддерживает кость в правильной позиции. А если перенапряжена, начинает перетягивать кость в свою сторону, и сустав встает криво.
В случае коленного сустава главный виновник мышца передней поверхности бедра. Большая мышца, которая идет от паха до самого колена. По-научному ее называют квадрицепс. Эта мышца сильнее, мощнее многих других мышц ноги. И если она перенапряжена, она просто перетягивает на себя. Кости встают так, как ей удобно, а не так, как должно быть для нормальной работы сустава. В спорте есть хорошее выражение «забитая мышца». Это когда внутри мышцы накопились волокна, которые потеряли способность расслабляться. Они в постоянном тонусе. Снаружи мышца может выглядеть обычно, но если ее прощупать пальцами, вы почувствуете, что под кожей лежит что-то твердое, как доска. Это и есть забитость. У современного человека квадрицепс почти всегда забит, особенно если он много сидит, мало растягивается, занимается спортом без должного восстановления, носит неудобную обувь. Эта мышца годами находится в напряжении и годами тянет колено криво. Каждый шаг, каждый подъем по лестнице, каждое приседание, все с перекосом, а вы продолжаете двигаться. И считаете, что ходьба полезна для сустава. Но в условиях кривой постановки костей каждое ваше движение усугубляет артроз. Хрящ продолжает разрушаться, голод продолжается. Теперь самое главное. Если корень всей проблемы в напряженной мышце, то давайте подумаем, что произойдет, если хирург заменит вам сустав, он поставит вам идеально ровный искусственный сустав из металла и пластика. Здорово, казалось бы, решение проблемы. Только мышца-то осталась той же самой. Забитая, перенапряженная, перетягивающая кости в неправильную сторону. И что будет с новым суставом? Правильно, он встанет в те же кривые условия, будет работать с тем же перекосом, что и старый. У искусственного сустава есть, конечно, одно отличие. Он не питается, у него нет хряща, который мог бы голодать, поэтому он не атрофируется в традиционном понимании. Но боль-то никуда не денется. Знаете почему? Потому что, и это самое важное, что я хочу, чтобы вы сегодня услышали, болит у вас не сустав, болит мышца. Та самая забитая перенапряженная мышца, которая создала всю эту проблему изначально. Подумайте над этой фразой минуту. У хряща нет нервных окончаний. Хрящ не способен болеть. Это анатомический факт, который проходит на первых курсах любого мединститута. Если бы хрящ умел чувствовать боль, нам бы было больно при каждом шаге. Боль возникает там, где есть болевые рецепторы, а они расположены в мышцах, в связках, в надкостнице, в капсуле сустава. Когда у вас болит колено, на самом деле подает сигнал мышца, та самая, которая годами тянет всю систему в неправильное положение. Она устала, она перенапряжена, она кричит. А боль вы воспринимаете как болит колено, потому что чувствуется то именно в области сустава. Теперь сложим всю картину. У вас на снимке артроз. Артроз – это следствие плохого питания хряща. Плохое питание – следствие кривой постановки костей. Кривая постановка – следствие перенапряженной мышцы, а боль – это сигнал от самой этой мышцы. Замените сустав, мышца останется, кости с новым суставом снова встанут криво, боль никуда не уйдет. Так что же делать? Ответ простой. Расслабить мышцу. Если убрать перенапряжение квадрицепса, кости встанут ровно сами собой, хрящ снова начнет нормально питаться, боль уйдет, потому что уйдет ее источник. Объем движения вернется, потому что сустав сможет работать в полном диапазоне. Делается это простой растяжкой. Я покажу вам 3 варианта на выбор. Все 3 работают одинаково хорошо. Выбирайте тот, который удобнее именно вам, в зависимости от того, как у вас с равновесием, с подвижностью, с физической формой. Прежде чем покажу одно правило, которое касается всех 3 вариантов. Каждая растяжка длится 2 минуты. Не одну, не 40 секунд. Именно 2 полные минуты на каждую ногу. Если вы будете стоять меньше, мышца не успеет расслабиться. Она сначала сопротивляется растяжению, и только потом, где-то через минуту, иногда чуть позже, начинает по-настоящему отпускать. Этот процесс сдачи занимает время. Поторопитесь, толку не будет. Первый вариант. Самый простой по форме. Встаньте прямо. Лучше всего рядом со стеной или стулом, чтобы при необходимости было за что придержаться. Согните одну ногу в колени, заведите пятку назад к ягодице. Возьмите эту стопу одноименной рукой, правой, левой, и мягко потяните пятку к ягодице. Не рывком, спокойно, плавно. И в этот момент почувствуйте, как тянется передняя поверхность бедра от паха до самого колена. Чем сильнее тянет, тем больше работы предстоит сделать мышцы. Так и должно быть.
Стойте 2 минуты, дышите спокойно, потом меняете ногу. Если вы стоите на одной ноге, не уверенно, обязательно держитесь за опору другой рукой. Безопасность важнее всего. Второй вариант. Для тех, кому первый сложен из-за равновесия, подойдите к столу, тумбочке, низкой кровати, к любой устойчивой поверхности, которая находится примерно на уровне колена или чуть выше. Поставьте на нее всю стопу одной ноги. Колено той ноги, которая остается на полу, должно быть мягким, чуть согнутым. А теперь, внимание, подайте таз вперед. Не корпус наклоняйте, а именно таз вперед. Корпус остается прямым, и в этот момент вы почувствуете, как тянется передняя поверхность бедра той ноги, что осталось на полу. Тянет от паха вниз к колену 2 минуты. Потом меняете ногу. Третий вариант, самый щадящий, подходит даже тем, у кого с равновесием совсем плохо. Возьмите обычный стул, любой устойчивый стул, встаньте к нему боком, поставьте на сиденье стула одно колено. То есть встаньте на стул коленом, как если бы вы хотели на нем отдохнуть. Стопа этой ноги свешивается сзади или просто лежит на сиденье. Возьмитесь руками за спинку стула, это даст вам устойчивость. А теперь снова таз вперед. Подаете таз вперед, чувствуете, как растягивается передняя поверхность бедра той ноги, которая стоит на стуле. 2 минуты. Потом меняете ногу. 3 варианта. Выбирайте любой. По эффекту они одинаковые. Главное стоять 2 минуты и дышать спокойно. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если еще не подписаны, здесь я рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления здоровья. А мы переходим ко второй важной мышце. Часто к артрозу присоединяется еще один спутник – отек коленного сустава. Колено опухает, увеличивается в размере, становится тугим. Многие пугаются, это же воспаление, надо снимать таблетками. Но давайте разберемся, откуда отек берется. Это не отдельная болезнь, это компенсаторная реакция тела на ту же проблему, кривую постановку костей. Когда кости в суставе двигаются неправильно, они начинают потихоньку травмировать друг друга. Тело это видит и решает помочь. Оно выпускает дополнительную жидкость в полость сустава, чтобы создать буферную подушку между костями. Цель благородная – защитить от еще большей травмы. Но побочный эффект отек и тяжесть в колене. И знаете, что особенно интересно? За формирование отека отвечает другая мышца. Не квадрицепс, который вызывает основной артроз, а мышцы задней поверхности бедра, те, что идут от ягодицы вниз к колену сзади. Когда задние мышцы бедра напряжены, лимфатический отток от колена затрудняется, лимфа застаивается. Жидкость, которую тело выпустило в сустав, никак не может уйти. И копится, 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 колено остается опухшим. Поэтому, если у вас к артрозу присоединился отек, мало растягивать только переднюю поверхность бедра. Надо добавить еще одну растяжку для задней поверхности. Делается она просто. Поставьте пятку на стул или на табурет. Высокая опора, чтобы нога была вытянута почти прямо. Развернитесь корпусом так, чтобы лицо смотрело в сторону этой ноги. Положите одну руку на колено, чтобы оно оставалось прямым, не сгибалось. Это важно. Колено должно быть прямым на протяжении всей растяжки. А теперь медленно наклоняйтесь корпусом вперед от поясницы. Не голову опускайте, а именно весь корпус, как будто хотите положить грудь на ногу. Вы почувствуете, как тянется вся задняя поверхность бедра от ягодицы до колена. 2 минуты. Потом меняете ногу. При регулярном выполнении этой растяжки отек начинает уходить уже через 3-4 дня. Лимфа снова течет нормально, лишняя жидкость покидает сустав, колено становится меньше и подвижнее. Только обязательно помните одну вещь. Если у вас отек, это значит, что у вас уже есть и артроз. Отек сам по себе не возникает, он всегда следствие. Поэтому растяжку задней поверхности делайте дополнительно, а не вместо. Передняя поверхность бедра – основа, без нее толку не будет. Теперь несколько важных вопросов, которые мне часто задают. Сколько раз в день делать растяжки? Чем чаще, тем лучше. Я рекомендую 10 подходов в день. Звучит много, но если посчитать 2 минуты на каждую ногу, итого 4 минуты на один подход. 10 подходов – это 40 минут в день, распределенных по всему дню. Утром одна растяжка после пробуждения, после завтрака вторая. Между делами на работе третья. Перед обедом, после обеда, в перерывах, перед сном. Можно делать прямо у рабочего стола, в очереди, во время разговора по телефону. Включайте растяжку в обычный ритм жизни. Чем чаще вы расслабляете мышцу, тем быстрее она привыкает находиться в спокойном состоянии. И тем быстрее перестает перетягивать кости. Когда ждать результата? Боль первая, что уходит. У многих она ослабевает уже после первой растяжки. У кого-то уходит за неделю, у кого-то за 1,5.
Это происходит потому, что вы убираете источник боли, то самое мышечное напряжение. Отек уходит вторым. Обычно за 3-4 дня регулярных растяжек задней поверхности объем движения возвращается за 2-3 недели. Колено снова начинает спокойно сгибаться и разгибаться, а вот восстановление самого хряща – это процесс длительный, минимум 2 года. Хрящ – медленная ткань, у нее нет прямого кровоснабжения, поэтому регенерация идет неторопливо, но идет. Современная наука уже подтвердила, что при правильных условиях, то есть когда кости стоят ровно и хрящ нормально питается, он постепенно восстанавливается. Главное не ждать чудес за неделю и не бросать через месяц. Это долгая, но честная работа. Можно ли при артрозе ходить пешком? Можно и нужно. Само движение хрящу не вредит. Вредит кривая постановка костей при движении. Когда вы расслабите квадрицепсы, кости встанут ровно. Ходьба будет уже работать на восстановление, а не на разрушение. До этого момента ходите умеренно, по самочувствию, без больших нагрузок. Что насчет спорта? Тяжелые силовые упражнения с большой осевой нагрузкой на колени, приседания с штангой, тяжелые жимы ногами, длительный бег по асфальту пока стоит отложить. А вот плавание, велосипед, легкая йога – отличные помощники. Они дают в сустав мягкую нагрузку с плавным движением, что только улучшает питание хряща. Холод или тепло на колено – тут есть нюанс. При остром отеке с покраснением и горячим коленом может помочь холодный компресс. Он успокаивает воспалительную реакцию. А в спокойном состоянии, когда нет острого обострения, тепло работает лучше. Теплая ванна, шерстяной наколенник. Грелка помогает мышце расслабиться и подготавливают ее к растяжке. Помогают ли мази и таблетки? Они снимают симптом боли или воспаления. Иногда временно облегчают жизнь, особенно при сильных обострениях, но к корню проблемы они отношения не имеют. Если у вас сильная боль и трудно начать растяжку, посоветуйтесь с врачом о подходящем. Средства для краткосрочной поддержки. А параллельно начинайте работать с мышцей. Что есть, чтобы помочь восстановлению? Питание играет роль для общего восстановления тканей. Полезные продукты, богатый коллагеном крепкий костный бульон, заливное, холодец. Жирная морская рыба с омега-3, лосось, скумбрия, сардины, свежие ягоды и зелень с антиоксидантами. Ограничить стоит сахар и переработанные углеводы, они поддерживают хроническое воспаление в организме. Теперь о ситуациях, при которых растяжек недостаточно и нужно к врачу. Если колено резко покраснело, стало горячим, поднялась температура, это острое воспаление, тут нужно обследование. Если в колене появилась резкая боль и щелк после травмы, возможно повреждение мениска или связок, тоже к ортопеду. Если боль не отпускает даже в полном покое, не дает спать ночью, это сигнал к серьезному обследованию. Если колено внезапно перестало сгибаться или разгибаться, заклинило срочно к врачу. Во всех остальных случаях со стандартным артрозом, с хронической болью, с тугоподвижностью растяжки работают надежно. Главное регулярность. Соберем весь план в одну простую схему, чтобы у вас было готовое руководство. С утра, сразу после пробуждения, одна растяжка передней поверхности бедра, 2 минуты на каждую ногу. После завтрака вторая. Дальше распределяйте по дню как удобно. Цель 10 подходов в сутки. Если есть отек, добавьте растяжку задней поверхности. По 2 минуты на каждую ногу. 3-4 раза в день. Каждый день. Без выходных. Без пропусков. Уже через неделю вы почувствуете разницу. Через месяц многие из вас забудут о боли. Через 2 месяца вернется свобода движений. Через год начнутся изменения в самой ткани хряща. Через 2 года вы увидите эти изменения на снимке. И все это за счет того, что вы поняли настоящую причину проблемы и убрали ее. Не следствие лечили, не симптом маскировали, а расслабили ту единственную мышцу, которая годами тянула ваш сустав не туда. Запомните главное, артроз – это не приговор, это не износ, который нельзя обратить, это следствие перенапряженной мышцы. Уберете напряжение, уберете, и артроз, тело умеет себя восстанавливать. Просто создайте ему правильные условия. Если выпуск был для вас полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, есть ли у вас боль в коленях, в какой степени артроз ставили. Мне важно знать ваши истории. Я читаю каждый комментарий, и ваш опыт помогает другим зрителям решиться, попробовать. До встречи в следующем выпуске. Данное видео носит исключительно информационно-образовательный характер и не является медицинской консультацией, диагностикой или назначением лечения. Любые сведения о продуктах
добавках и, возможно, влиянии на здоровье, представлены на основе открытых источников и не заменяют очный прием у врача. Перед изменением рациона, использованием продуктов в лечебных целях или при наличии любых заболеваний, обязательно проконсультируйтесь со специалистом,